Всем привет! Сегодня с вами я, Богдан, Скринат, как хотите, так и называйте. Сегодняшняя тема разговора для меня весьма серьезная. Я бы хотел просто поделиться с вами о том, что у меня происходит в жизни, как все так произошло и что вообще в моих планах на будущее. Я скажу сразу то, что моя жизнь превратилась в кромешный ад, что все стало далеко не таким, как я планировал, как я хотел. Потому что по итогу то, чего я всю свою жизнь боялся больше всего, оно и стало моей жизнью, к сожалению. С чего же начать? Я всегда боялся остаться один, совсем один, чтобы никого не было рядом и так далее, и так далее. Что не будет никого рядом, что я останусь один. Вот чего я боялся, вот, блядь, вам, пожалуйста. Я сейчас, сука, сижу один, никого рядом, не с кем поделиться, некому рассказать, некому поныть. Вообще, блядь. Это безумие какое-то. Я схожу с ума из-за этого. Но суть в другом. Я пришел рассказать просто историю своей жизни. Как я пришел ко всему тому, что сейчас происходит у меня. Я жил в России. Я учился в школе в России. И я всегда мечтал стать программистом. Я хотел стать программистом. И на тот момент, когда я учился в школе, мой отец обещал мне, точнее говорил, что он меня заберет к себе в Канаду. Типа, я его сын, как он может меня оставить, как он может мне не помочь. Что, типа, он мне оплатит учебу, там, колледж, университет, куда бы я там не захотел пойти, он все оплатит. Потому что, почему нет, собственно говоря. Я хочу пойти учиться, я хочу чего-то добиться в жизни, я хочу получить профессию. Черт тебя подери. Он мне говорил, типа, прилетай, все у тебя будет, все, что ты захочешь, какая учеба, сколько бы ни стоило, я тебе оплачу. Короче, такие сказки он мне рассказывал. У него там свой бизнес, то есть у него там свой личный бизнес по грузоперевозкам, своя 2 базы отдыха, по-моему, у него, если я не путаю. То есть вполне себе ожидаемо, что он может это сделать, что это не ложь, что это что-то действительно возможное, реальное. И я поверил ему, я закончил учиться. Я специально не поступал в никуда, ни в вуз, ни колледж, потому что не было смысла, я бы просто не закончил обучение в России. И, как мне отец сказал, обучение, в принципе, российское здесь не котируется. То есть мне так или иначе пришлось бы учиться в Канаде здесь, где я в данный момент нахожусь. Закончил и учиться. Никуда не поступал, прилетел к отцу в Канаду. Спустя 5 недель проживания в Германии я сидел, ждал, пока мне сделают прививку, потому что российские прививки, к сожалению, в Канаде не принимаются. Мне пришлось сделать европейскую прививку. Я сделал европейскую прививку и прилетел к отцу. И все бы ничего, там приехал, поотдыхали, погуляли, все дела. И он мне говорит такой: кризис, денег нету, будешь у меня работать, зарабатывать деньги, сам себе на учебу. Я слегка прихуел. Я прихуел не то слово, и я понимал то, что я, вообще не вижу себя как руководящим компанией грузоперевозок в будущем, потому что это не то, о чем я мечтал, это не то, чего я хотел, это не то, чем я хотел заниматься. Я учился тем вещам, которые мне вообще были неинтересны. Как бы они были мне слегка интересны, но не настолько, чтобы заниматься этим на постоянной основе. Типа, это не ловило мой интерес. Я меня заставлял это учить, этим заниматься, чтобы я мог продвигать его компанию и работать на него, по сути. Мне это совсем не понравилось, но я занимался, потому что другого выбора не было, что я мог сделать. Официально работать, устроиться я никуда не мог. Как таковых документов у меня в Канаде не было. Я был просто гость. То есть мой статус в Канаде был гость. Я прилетел к отцу посмотреть на его семью, на его детей, на моих братьев, так сказать, новых и сестер. И я под этим предлогом проживал в Канаде на протяжении 2 лет. Потому что отец на протяжении сколько бы лет он ни пытался, до сих пор не получил свои документы. И я ждал, пока он получит свои документы в первую очередь, перед тем, как он смог сделать документы для меня. И я год прожил у него в Торонто. Вместе с ним у него в офисе сидел, там прохлаждался, так сказать, и делал рабочий вид.
Ну, что-то делал, пытался на самом деле. И я не понимал, почему не получалось, потому что я просто взял из интернета книжку, прочитал ее и попытался с ней что-то сделать. Естественно, у меня не получилось. Я не профессионал, я не получал должного обучения, я не получал профессию, поэтому специальности. Естественно, у меня ничего не получилось. И так вот год я у него просидел в офисе в Торонто. После чего я улетел в Калгари. У него раньше была точка в Калгари, грузоперевозок, где они работали. И она закрылась, какое-то время была закрыта, и как только начался сезон, лето, он мне сказал: давай, поедешь туда, будешь руководить компанией. Если ты готов, то занимайся. Я сказал: конечно, мне нужны деньги. Я просто в приоритете лежало то, что я буду зарабатывать больше денег, как человек, который тоже владеет наполовину этой локации. То есть я, по сути, занимался там всем. Я нанимал людей, я назначал, кто будет работать, я всех обучал, как водить, как заниматься этим всем, как мебель заворачивать в одеяло, как паковать, чтобы ничего не разбилось, ничего не сломалось. Это я всему учил всех. Прикол в том, что у меня опыта вообще не было никакого быть управляющим где-либо вообще. И ни с того ни с сего, хопа, я управляющий, без опыта вообще в грузоперевозках, как такового опыта. Но отца этого не остановило. Он такой: если ты готов взять все в свои руки, то иди и будешь зарабатывать бабки. Я поверил, буду зарабатывать бабки, буду жить красиво, блядь. Прошел сезон, лето. Самый занятой сезон, самый бешеный, так сказать, где заказов там было каждый день, не отдохнуть, не поспать. И причем бывали такие дни, когда буквально мне приходилось не спать. То есть я, допустим, с утра начал работать, там в обед закончили, и место назначения было далеко, и нам приходилось туда ехать далеко. И там заканчивали в полночь, и после полуночи сюда утра ездили обратно в наш город, где мы начали, и приезжаем утром, и опять сразу на работу. То есть даже не поспав особо-то. И мне приходилось с этим сталкиваться, и не раз причем. Мне приходилось один раз даже рисковать своей жизнью. Мне не пришлось то, чтобы просто так вышло, что я ночью в горах, нету фонарей вообще. Я ездил типа в дождь, и было страшно. Было очень страшно, без света, в горах, полосы не видно, там повсюду вот эти тягачи огромные, грузовики, тяжеловесы. И случилось так, что иногда появляется, вообще было шоссе две полосы, одна туда, одна обратно, без разделения по центру. То есть просто две сплошные были. Я ездил, и было 3 тягача. Я ездил за ними, появилась полоса справа, по которой, они должны съехать, а я, как быстрый автомобиль, должен был их объехать. И началась полоса вправо, заканчивается для объезда. Расстояние еще было, я бы успел обогнать их, но тягачи, видимо, то ли решили, что не успел бы, то ли они меня, скорее всего, просто не увидели, что это самый вероятный вариант, что они меня просто не увидели. Они уже начали переходить на эту полосу по центру, по которой я их объезжал. И мне ничего не оставалось, кроме как поехать навстречку, по двойной сплошной проехаться и начать жать газ в пол, чтобы их объехать. И я это начал делать. И я вижу, что из-за угла уже светят фонари другого тягача, который едет мне навстречу. И мне нужно поскорее их обогнать, чтобы не врезаться с этим и в них не въехать. Я давлю педаль в пол, я уже ебашу на пикапе с трейлером 160 км в час, в шторм, в дождь, то есть очень много воды. Легко было бы подскользнуться, я уже объезжаю их как-то, и хопа, прям в момент мне тягач прилетает, объезжает меня слева, и я успеваю как бы вывернуть. Это было очень страшно, и я понял на тот момент то, что я больше не хочу работать у отца, то, что это меня больше не устраивает, то, что это мне не нужно, это не стоит этих денег. Рисковать своей жизнью не стоит никаких денег. Но так или иначе этих денег даже не было, потому что, так как я говорил, сезон самый бешеный, 3 месяца лета, которое я только начал работать управляющим, без опыта какого-либо,
Я отработал, и я отработал относительно плохо. Было очень много жалоб от клиентов, очень много там дэмэджа было мебели. В общем, очень много якобы потерь было у компании. Хотя, когда вычитывалась моя доля, то есть, типа, он считал, сколько заработок, сколько затрат общие у компании, и он пополам делил прибыль на себя и на меня, и из этой половины прибыли, что получал я, он отнимал все мои проебы, все жалобы клиентов, которые нужно было, типа, как-то возмещать. Это уходило из моей половины. Не из общей суммы дохода, а из моей половины. То есть я вообще не понимаю, что он, по большому счету, из этого потерял. Но, видимо, что-то потерял. Может быть, я чего-то недопонял. Но мне это не так важно. Суть в другом. Я потерял эти деньги, которые я мог зарабатывать. И я на протяжении больше года работал как обычный рабочий. То есть как обычный рабочий? Я работал так же, как и раньше. Я был управляющим. Только я получал зарплату как самый обычный рабочий, как самый обычный водитель, чуть больше, чем обычный водитель. И только когда я сам работал лично, то есть когда я водил, когда сам работал грузчиком, это единственное, когда я получал зарплату, как обычный рабочий. Никогда отвозил машину в сервис, никогда чистил базу, когда там вычищал грузовики, чтобы они были чистенькие и готовы к следующей работе, чтобы клиент не увидел такой: о, у вас грязный грузовик. Нет, я его почистил, там нормально все на самом деле. Не нужно на меня гнать. Я получал просто, когда работал, как обычный рабочий, хотя делал те же самые обязанности, что и управляющий. То есть как началась осень, закончился сезон. Я не получал вообще особо денег. Я получал очень мало денег, мне не хватало на жилье просто-напросто. В один прекрасный момент мне просто не хватало на жилье, мне приходилось съехать на жилье подешевле. И так каждый раз. Я переезжал в жилье дешевле, еще дешевле, еще дешевле. И мне все равно буквально не хватало, потому что работы не было вне сезона. А как обычный рабочий я не мог заработать достаточно мне на жизнь. И все свои вещи, которые у меня были в квартире, в которой я жил, мне пришлось поместить на склад. На не мой склад, на чужой склад, платный, где мне приходилось тоже за него платить помесячно. То есть я платил за склад, я платил за жилье, за еду, мне просто не хватало. Устроиться никуда на подработку я просто не мог. Потому что зимой работы вообще нет нигде. И так как я был просто гостем, и у меня не было никаких документов, никуда официально устроиться я не смог. По черному не вариант, и нету работы. И официально я просто не мог, потому что, нет возможности, нет документов для этого. И я просто сидел, палец сосал, лапу сосал и выживал то, что мог, на кредитки. То есть мне дали кредитки банки, потому что я был новый приезжий, кредитки. Прикольно, можно тебе дать, посмотреть, что из тебя выйдет. И мне приходилось как-то жить на эти кредитки, выживать. Что-то делать, что-то мутить. И выживал. Мне приходилось тратить кредитки себе элементарно на жизнь. Это было очень печально. И так я забрался в долги. Зиму как-то еле более-менее прожил. Более-менее. Бывало бы даже пару раз мне приходилось в машине спать, потому что просто я не смог найти жилье подешевле. И зима закончилась, слава богу. Началась весна, начался более-менее хоть какой-то сезон. Начались появляться работы, за которые я мог зарабатывать деньги хоть какие-то. Наступило лето. Я уже с опытом уже начинаю делать реальные вещи, начинаю работать по существу. Жалоб почти нету, то есть по сути я отработал лето охуенно, без претензий. Были пару претензий, но их было очень мало. От отца я лично услышал то, что ты хорошо отработал лето, к тебе вообще никаких претензий нет на этот счет. Но свою долю я обратно не заслужил. И закончилось лето снова, и я ничего не накопил, никаких накоплений у меня не оказалось, потому что я очень много тратил на бизнес сам из своего личного кармана, хотя по идее, не должен был, потому что я ничего не зарабатывал для того, чтобы туда что-то вкладывать, правильно? Правильно. И на тот момент я решил, что меня хватит. Меня хватит, я больше не могу здесь работать. Я не получаю то, чего я хочу. Ждать
еще одну зиму как-то терпеть, страдать, выжидать, пока я что-то заслужу обратно, мне это не надо. Тем более, что зимой нету работы. Я на обычной работе, даже в Макдаке, начал бы получать больше, чем у отца зимой в месяц. Так я просто ушел и устроился на другую работу. Почему я очень сильно гнался за деньгами, это уже начинается другая тема, которую я тоже хочу обсудить. Будучи еще живя в России, я в интернете познакомился с одной прекрасной девушкой. Самый лучший человек, которого я встречал в своей жизни, самый лучший человек, которого я знал. И до сих пор знаю, я вряд ли навстречу еще кого-либо лучше, чем она. Мы с ней начали встречаться еще будучи в России. Так сложилось, я поехал к ней из Краснодара в Крым, чтобы с ней просто встретиться, и там мы начали встречаться. Мы начали что-то мутить, мы начали встречаться по большому счету на расстоянии, мы встречались, и иногда друг к другу приезжали в гости относительно часто. То я к ней, то она ко мне в Краснодар. Мы проводили время очень хорошо. Момент, когда мне пришлось уехать из России в Канаду, был для меня очень болезненным. Очень-очень болезненным. Я очень сильно плакал, когда это происходило, когда мы последний раз встретились. Я понимал, что мы еще не встретимся очень долгое время, и я потом очень долго страдал и плакал от этого, потому что я понимал, что не скоро мы встретимся вновь. Мы продолжали эти отношения на расстоянии еще относительно весьма долгое время. Мы встречались, мы очень много ссорились, ругались, мирились, очень много менялись еще сами как люди, учились в этих отношениях в том числе, то есть и плюсы, и минусы были. Но мы продолжали как-то через это все проходили. Она ждала, я ждал. И буквально недавно, получается, я год прожил в Торонто. 1,5 года уже живу в Калгари. То есть уже 2,5 года, как мы встречались на расстоянии. И я наконец-то накопил необходимую сумму, чтобы мы смогли вместе встретиться где-то на нейтральной зоне, где-то в Европе, и там пожениться. Потому что я хотел пожениться с ней. Это 100%, потому что я ее очень сильно любил. И люблю до сих пор, сука. Просто накопил наконец-то необходимую сумму, чтобы мы смогли встретиться в нейтральной зоне. Было бы, все бы ничего, я уже купил билеты себе невозвратный, потому что я был уверен, что может изменить эти планы. Уже договорился со своей новой работой, что, мол, ребята, я хочу жениться в январе месяце, пожалуйста, оформите мне отпуск на эти даты. Типа, заранее я им сказал, когда устраивался к ним на работу. Они такие, да, хорошо, все окей, мы тебе сделаем отпуск на эти даты. Неделя, 1,5, по-моему. И так вышло, что мы с ней очень сильно разругались, очень сильно поругались. И я до сих пор не до конца понимаю причины, почему. Но она решила меня за месяц до того, как мы бы встретились в Грузии, бросить меня. То ли она просто перестала ко мне что-либо чувствовать, то ли еще что. Я честно не понимаю, я не хочу об этом думать, потому что меня это очень сильно убивает изнутри. До сих пор. Прошло уже больше 1,5 месяца, по-моему. Очень много времени уже прошло. И мне до сих пор очень тяжело от всего, что произошло. Она просто была для меня настолько важным человеком, что она буквально стала частью меня уже. То есть, типа, я не вижу себя без нее. Как бы вижу, но, блядь, несчастливым человеком не вижу себя без нее. То есть на тот момент, когда она ушла, пропала какая-то часть меня. И это очень печально для меня. Это было очень тяжело для меня, до сих пор для меня тяжело. И по сути, конкретно на тот момент, когда я оказался на самом дне своей жизни, самый тяжелый период для меня. То есть в данный момент я нахожусь в нищете, без какой-то высокооплачиваемой работе, весь в долгах, которые мне нужно выплачивать, без машины, без ничего. Я нахожусь на самом дне. И на тот момент, когда мне тяжелее всего, самый родной и близкий для меня человек, который значит для меня больше всего в жизни, оставляет меня одного, совсем одного. То есть мне даже на данный момент, у меня нет никаких друзей, мне не с кем просто элементарно поделиться, что у меня на душе происходит, как мне тяжело. Мне просто некому даже выплакаться элементарно. И я пытался
пытался выплакаться своей матери, пытался ей рассказать ситуацию, но она просто, я как бы не пытался ей объяснить, она эту ситуацию не понимает. Она не понимает, что я чувствую, и она просто не в состоянии меня поддержать. Я вижу ее попытки, я вижу, что она пытается каким-то образом поддержать, что-то либо сказать в мою сторону, что могло бы меня поддержать, но оно не поддерживает меня. Оно не помогает мне, ни в коем порядке не помогает мне. И дошло до такого, что я потерял желание к жизни. Я потерял желание к чему-либо стремиться. Я не хочу просто жить больше. Дошло до такого, что просто, не хочу я ничего в этой жизни. Я пытался представить свою жизнь в будущем богатым, типа, если я начну чем-то заниматься, если я заработаю денег и стану богатым. Я пытался представить свою жизнь в будущем такую, но будучи одним в этой богатой жизни, я не видел себя счастливым, как бы я ни пытался представить. И в связи с этим я просто не вижу смысла к чему-либо сейчас стремиться, что-либо делать, стараться вообще. Потому что моя женщина, моя девушка, женщину, которую я видел как будущая мать моих детей, она значила для меня все. В момент, когда она ушла, для кого мне стараться? Для себя? Я не хочу для себя стараться. Мне многого для жизни не надо. Если есть человек рядом, который для меня важен, я, блядь, убьюсь нахуй. Головой об стену и, блядь, буду ебашиться, чтобы сделать эту жизнь этого человека лучше. Все лучшее для него, все, что возможно. Потому что такой я человек. Я максимально не самостоятельный, максимально. Я просто не могу жить один, мне нужен кто-то. Мне нужен человек рядом, хоть какой-то, чтобы меня поддерживал, чтобы за мной следил, чтобы мы вместе к чему-то стремились, вместе радовали жизнь, вместе делились друг с другом нашими переживаниями, стараниями, достижениями и так далее, и так далее. Я не могу один. Я просто такой человек, который просто, не может один. Как бы я ни старался, я не пытался. Я просто не могу. Так вот. Я потерял очень многое. Очень-очень многое. Я прилетел в Канаду, потому что я мечтал о лучшем. Я просто, сука, хотел быть счастливым. Это все, что я хотел в своей жизни. И я прилетел сюда, я получил чего достиг. И у меня есть документы сейчас. у меня есть вид на жительство. Я имею право жить здесь свободно и вылетать из страны и обратно, когда захочу. То есть, по сути, это часть того, чего я хотел. Жить в американском образе жизни. Но, блядь, сейчас я сижу, сука, и понимаю, что то, что происходит сейчас, это не то, чего я хотел. Это не та жизнь, которую я бы хотел. Это не то, к чему я стремился. Потому что сейчас все выходит так, что я сейчас должен устроиться хоть куда-то пойти работать, чтобы выплатить свои долги. А у меня их очень много накопилось за эти 2 года. Очень много. И мне их нужно выплачивать. И я не смогу даже пойти никуда учиться, пока я не выплачу эти долги. Потому что обучение здесь стоит неимоверно дорого. И у меня просто нету другого выбора, кроме как сидеть на низкооплачиваемой работе и работать, выплачивать долги эти медленно, постепенно. А когда неимоверно близкий для меня человек ушел, в самый тяжелый для меня момент, у меня вообще нету сил просто встать с кровати. Я сижу у компьютера целыми днями, пытаюсь как-то отвлечься от всех этих дурных мыслей, пытаюсь найти себе хоть каких-то друзей в интернете, с кем бы пообщаться. Но, блядь, все эти люди, они нахуй, не друзья, они не будут тебе друзьями. Потому что я не знаю, я, видимо, недостаточно хороший друг или еще что. Я честно не понимаю, в чем проблема и почему так происходит. Но я не могу себе найти друзей настоящих. Просто не могу, как бы я ни старался. Я сижу в чужой стране, где никого нет рядом, нету семьи. Есть отец, к которому я вообще не хочу даже близко подходить, потому что, он меня не поддержит так, как надо. Он мне скажет, блядь, ты сам виноват.
Блядь, ну нехуй быть таким ленивым. Надо, блядь, работать. Эмоции берут вверх, блядь. Эти эмоции настолько зашкаливают. Их нельзя так просто преодолеть. Как бы я ни старался. Это очень тяжелое для меня время. И всю жизнь я боялся остаться один, что никого не будет рядом, что мне будет не с кем не поделиться, не с кем поговорить, некому, сука, позвонить. То, чего я боялся всю свою жизнь, в конце концов со мной и произошло, блядь. Я совсем один, в чужой стране, никого рядом, некому просто прийти даже в гости, блядь. Посидеть, время хорошо провести, блядь. Это, сука, неимоверно тяжело. Я сижу, блядь, целыми днями опять за компьютером и нихуя не могу сделать самим собой. Я не могу даже начать элементарно следить за собой, как подобает. Ухаживать за своим здоровьем, просто элементарно, за своим питанием. Все, чем я питаюсь, это дерьмо. Ёбаный фастфуд, дерьмо, блядь. Я питаюсь только раз в сутки, потому что остальное время суток я просто голодаю. И пытаюсь не потратить лишнюю копейку. Потому что я понимаю, что я долго так не протяну. Я просто не могу. Я опускаю руки свои, я сдаюсь, я не справляюсь со всем этим. Я оказался в полном дерьме. В полном, сука, дерьме. И совсем один, без капли поддержки от кого-либо. И я пытался начать что-то сделать типа со своей карьерой. Я пытался постримить на Твиче. Я реально пытался, я стримил там раз через день, через два. Ну, блядь, как бы я ни пытался, я, видимо, просто никого достаточно сильно не привлекал. Потому что зрителей как таковых не было. А если и были какие-то зрители, они приходили, говорили привет, чё, как, и до свидания, через 5 минут уходили. Либо приходили просто, чтобы въебать свою ебаную рекламу, блядь. Мол, купи у меня, я могу нарисовать тебе аватарку, либо картинку на профиль я могу тебе нарисовать. Так что купи. Не хочешь купить? Я такой, блядь, если ты пришел сюда чисто себя рекламировать, то, пожалуйста, свали отсюда нахуй. Я пытался, и ничего не вышло. Я не вижу результата даже спустя очень много времени, что я старался. И как тут, сука, не опустить руки? Особенно, когда тебя никто рядом не поддерживает. Не получается у меня ни здесь, ни там, нигде. Ни в обычной жизни, ни на обычной работе, ни в интернете, с какой-то специальной карьерой у меня не получается. И даже в любовных делах у меня, сука, не получается. Я не могу быть, сука, нормальным парнем, блядь. Меня, нахуй, все бросали. Особо-то я никого не бросал. Я бросил только одну женщину, и то из-за, блядь, потому что она мне изначально не нравилась, она навязала свои отношения мне. И это единственный раз случай, когда я кого-то бросил. Все остальные случаи в жизни меня бросали. Что со мной не так? Я не понимаю, блядь. Что мне сделать для того, чтобы люди начали ко мне тянуться? Как бы я ни старался, блядь. Всем похуй просто. Все просто элементарно похуй. Я не выдерживаю уже, честно. Но самое тяжелое для меня было сейчас последнюю неделю, это мысль о том, то, что я уже просто не хочу жить. То, что для меня уже просто пропал смысл жизни. К чему-то стремиться. Эти мысли просто кружатся в моей голове безостановочно. И меня это очень сильно пугает. Меня это действительно пугает. Потому что единственное, что меня держит от этих мыслей, это моя бывшая, как раз таки, и моя мама. Эти два человека, единственные, которые держат меня от того, чтобы я совершил какие-либо глупые поступки, от того, чтобы я что-либо сделал с самим собой. Потому что я понимаю, если я что-то с собой сделаю, этим двум людям, которые для меня бесценно дороги, я причиню очень много боли. Потому что я знаю, как я для них важен, как они за меня переживают, так или иначе. Я просто не хочу даже представлять, насколько им будет плохо от того, что я с собой что-то сделаю. И поэтому я этого просто не делаю. Я просто не могу. Не то чтобы я особо хотел умирать. Ну, блядь, жить-то не хочу. Что мне делать с этим? Каково мне, сука, жить? В смысле о том, что, типа, я не хочу жить. Но мне нужно, блядь. Просто у меня нету другого выбора. Я не могу просто взять все и бросить. Быть настолько эгоистом. Я просто не могу. Мне это не позволено.
Потому что есть люди, которые на меня надеются, которые что-то от меня ждут, верят, что что-то из меня выйдет. И это единственное, что меня сейчас держит на ногах. Я очень долго хотел об этом поговорить со своей матерью. Очень долго думал о том, чтобы рассказать ей об этом. Но было очень тяжело, и сколько бы я раз не пытался, у меня это просто элементарно не получалось. И я очень долго пытался, на самом деле. И наконец-то это произошло. Я дождался, пока моя мама не легла спать, и буквально около часа назад я отправил ей голосовое, где я объяснил все, что я на самом деле чувствую, все, что у меня на самом деле происходит в голове, что у меня на душе лежит. Я ей наконец-то рассказал об этом всем. И это было очень тяжело для меня. Потому что я не знаю, почему я просто не хотел ей об этом рассказывать. Я просто боялся. Но я это сделал. И сейчас я очень сильно боюсь, что она мне завтра с утра ответит. Потому что это уже серьезные проблемы с моей головой, которые я бы очень сильно хотел решить. Которые я не могу, к сожалению, никак решить, потому что, блядь, что психолог, блядь, стоит дохуища денег, а денег у меня нет. В общем, это, наверное, вся история, то, как я пришел к тому, где я сейчас нахожусь. И что я делаю? Я на самом дне, как можно сказать, как сирота, блядь, наверное. Почти что. Всем, кто это посмотрел от начала до конца, я хочу сказать спасибо большое, что вы послушали мою историю. Ведь это значит то, что я вам хоть капельку да интересен, что вам не все равно, что со мной происходит вообще по жизни. И я очень сильно вам благодарен за то, что вы посмотрели до данного момента. Я, наверное, опять повторяюсь. Ну и хер с ним. Я также хочу вас попросить, если вам также не безразлично, отбросить все, что я сказал до этого, забыть про это на данный момент. И просто, если вам интересно зайти ко мне на Twitch, подписаться, зафоловиться, так сказать, подписаться, это уже платная услуга там. И заходить ко мне на стримы иногда. Я могу стримить на английском, могу стримить на русском, когда как по настроению у меня получится. Если вы зайдете ко мне, посидите хотя бы часик-два, просто посмотрите, пообщайтесь со мной в чатике, я буду вам крайне благодарен. Мне будет неимоверно приятно. Это будет очень много для меня значить. И я вас это прошу просто потому, что, если я вам интересен, если вы хотите меня как-то поддержать, несмотря на все, что я сказал до данного момента. Я не хочу, чтобы люди ко мне симпатизировали только из жалости, из-за того, что со мной происходит. Я хочу просто элементарно быть интересным людям. Я просто хочу элементарно завести друзей нормальных. Я просто элементарно хочу быть счастливым человеком. Это все, что я хочу. Я не хочу никаких там, блядь, бешеных богатств всего мира. Мне это не нужно. Я просто хочу быть счастливым. Просто хочу человека рядом, с которым я могу периодически делиться своими достижениями и переживаниями. Это все, чего я хочу. Наверное, все. Мне больше нечего сказать. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, можете написать в комментариях, либо написать мне в личку ВКонтакте. Я оставлю ссылку тогда в описании тоже. Я оставлю ссылку на ВКонтакте, на Twitch, на мой Discord и на мой Telegram-канал. Пускай будет. Хули. 4 ссылки. Пускай там лежат. Если кому-то интересно, заходите. Я просто хотел высказаться, грубо говоря, сегодня. Вот я сейчас это все высказал в камеру. Мне, сука, так легко стало. Как бы тяжесть есть, но не грустно хотя бы. Спасибо уже на этом. Но тяжело. Неимоверно тяжело. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Желаю вам всем хорошего времени суток. Чтобы вы были здоровы, чтобы вы были счастливы. Не болели. Вот я до сих пор болею уже 1,5 недели. Лучше бы сдох. Блять, я болею, что поделать. Надо выздоравливать как-то. Но у меня уже бронхиальная начинается эта хуйня. Все. На этом все. Всем пока. Спасибо.